Это отличнейшее видео для тех, кто занимается кинезиологией или висцеральной терапией. В нем разберем, как протестировать дисфункцию органа через различные инструменты, разберем перекрестные взаимоотношения и посмотрим, как найти приоритетное поражение для механического повреждения органа. И да, досмотри это видео до конца, это не развлекательный контент, а обучающее видео. Это отрывок из семинара «Висцеральная практика. Модуль 2», который прошел не так давно и который скоро будет в продаже. Возможно, тебя эти видео простимулируют к тому, чтобы его приобрести. Смотри внимательно. Помните наш круг. Здесь была вегетативная нервная система, а вот движение было здесь. Движение. Сейчас мы рассмотрели один из вариантов теста движения поза походки. Буду называть по-своему. Второй вариант, как правильно озвучил Сергей, это дыхание. Если мы создадим нагрузку на диафрагму, диафрагма будет опускаться вниз и толкать вперед. Это будет увеличивать внутрибрюшное давление, что логично, как на малый таз, так и на брюшную полость. В грудной полости в этот момент происходит разгрузка, а при выдохе нагрузка. Исходя из этих двух критериев, мы можем понять, где у нас дисфункция – в брюшной полости или в грудной полости. Мы сейчас разбираем конкретно висцеральную систему. Виктор, у вас отличная брюшная полость, а у Алисы грудная полость. Ну, сейчас посмотрим. Присаживаемся. Дави вверх. Когда он сидит, как ему удобно, все, брось. Когда он сидит, как ему удобно сидеть, у него сильная мышца. Да. Все, отлично. Тазовая диафрагма нагружена, но никак не влияет на дельтовидную мышцу. Разгрузил. Да. Никак не влияет на дельтовидную мышцу. Глубокий вдох. Разгружаю грудную клетку, стараюсь, по крайней мере, и глубокий выдох. Дави, 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 дави. Да, дави. Все. Это проблема брюшной полости. Соврал. Грудной полости. Ограничил движение грудной полости. Создал давление брюшными мышцами на диафрагму. Правильно? Все правильно. Давление на диафрагму, диафрагма ушла вверх. Создали давление внутри грудной полости. Расслабься. Когда он делал вдох, то есть открывал грудную клетку, диафрагма уходила вперед, мы не увидели дисфункции на этой мышце. Вопрос. Мы знаем, что у него проблема брюшной полости, а теперь мы знаем, что есть еще и проблема грудной полости. Вдох и выдох нам показывают участки повреждения внутренних органов либо над диафрагмой, либо под диафрагмой, где под диафрагмой всегда будет провоцировать проблему вдох, потому что диафрагма уходит вниз и повышает внутрибрюшное давление. Если мышцы живота не расслабятся, то оно будет еще выше. Поэтому мы увидим такой живот. Давай в положение лежа. Угу. Не надо, не снимай, просто там подальше. Это тоже механические дисфункции мы просматриваем. То есть нагрузку механическую на орган,
но с позиции своего собственного мышечного аппарата внутреннего, диафрагмы имеется в виду. Надави чуть-чуть. Дави. Нет, стоп, резко не надо. Дави. Давайте сейчас, ребята, еще вам покажу. Иногда некоторые клиенты крайне рьяно пытаются надавить на вас. Надавите, давите. Теперь расслабляйтесь, расслабляйтесь. Надавите. Мягко расслабляйтесь, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Ага. Надавите. Мягко расслабляйтесь. Немножко вот таким образом в изотонической нагрузке просите клиента расслабляться, чтобы он привык к вам, чтобы не дергался. Чуть-чуть надавил. Угу. Дави, 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 дави. Все отлично, хорошая мышца. Дави, 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 дави. Все. Пошла. До конца не выдавливаю, почувствовал, что слабая. Помните, когда мы делали вдох, выпрямили человека, ему стало плохо, не вдох делали, когда мы выпрямили человека, у него потерял тонус прямая мышца живота, бедра, rectus femoris. Вывел в ту позицию, которая для меня нужна. Поставил сопротивление, попросил человека, туда будешь давить, надавить, оп, дави сильнее, 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 и падаем. Все, мышца выдержала. Расслабься, расслабься, все, держу я. Дави, 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 дави. Все, пошла. Теперь я прошу его сделать вдох, нагрузить брюшную полость. Вдох. Оп, дави. Выдох делать? Нет, дави, дави. Все, пошла. Расслабься, все. Это значит, что на вдохе, когда разгружается грудная полость, диафрагма уходит вниз и создает избыточное внутрибрюшное давление. Для кого-то это плохо. Вариант А для самой диафрагмы. Помните, мы проходили диафрагму. Вариант Б – это брюшная полость. Глубокий вдох. Надави. Дави, 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 дави. Дави, 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 дави. Все. Для региона сигмовидной кишки я сделал терапевтическую локализацию и увидел изменение прямой мышцы бедра. Потом я, конечно, проверяю все это дело на первичность. А теперь вопрос. Ассоциативная мышца к к сигмовидной кишке. Не стесняемся? ТФЛ раз и квадратус люмборум. Квадратная мышца поясницы. Левая, правильно. Через дыхательный паттерн, через нагрузку внутреннего органа, через диафрагму, я увидел дисфункцию прямой мышцы бедра. Я нашел регион сигмовидной кишки. Хочу проверить его через ассоциативную уже мышцу, которая имеет висцеромоторный рефлекс. Стоп, я сам. Будете давить наружу. Давим? Наружу? Да. Угу. Я вижу гипотонус напрягателя широкой фасции бедра и делаю терапевтическую локализацию области сигмовидной кишки. Да. Да. Я вижу усиление напрягателя широкой фасции бедра. То есть без нагрузки диафрагмой я вижу только дисфункцию ТФЛ. Исходную слабость. С нагрузкой диафрагмой на брюшную полость я сразу вижу дисфункцию тонкого кишечника. Как мне узнать, приоритетно ли это поражение или нет? Прошлый модуль. Сколько нужно рук положить на это место? Всего две же у нас. Это немножко вопрос
С шуткой. Расслабляйся. Да. О чем сказала гипотонусом ТФЛ? Что это даже незначимая проблема. Вот для чего нам 2 ТЛ. Чтобы то, что мы нашли, проверить на первичность. Как мне найти первичную проблему, из-за которой страдает сигмовидная кишка? Положить 1 ТЛ и ввести в компьютер. Что я увижу? Все, это область в компьютере. Что будет с ТФЛ? Поменяет тонус. Была слабая, стала? Правильно, Ольга Николаевна. Да. Да. Я ищу что? Смену тонуса, правильно? Место, да, которое лучше. Если это механическое поражение, то куда мне лучше уйти? Мы сейчас не разбираем психику, мы просто по механике. Сейчас необходимо вспомнить, что несколько ранее Виктор делал выдох, и на выдохе ассоциативная к легкому мышцу, дельтовидная, дала гипотонус. Сзади. Так будет правильно, да? По тому материалу, который мы уже прошли. Да. Есть гипотонус. Как мне узнать, что это приоритетная зона? Или значимая? 3 раза. Ну, либо 2 ТЛ. Руки свободны, могу пользоваться ТЛом. Дави. Да, значимая. Как узнать приоритет? 3 раза. Добавить стимул. Да. Гипотонус. О чем сказала? Нет, была исходно сильная. Это значимая, но не приоритетная проблема. Угу. Ее как бы надо здесь работать, но не надо. Возвращаюсь опять в исходном повышенном тонусе. Дальше куда пойду? Квадратную сзади, напротив. Нет, все, что внизу, вторично. Мы вверху. Параллель. Давайте по одному. Сначала пускай женщина, потом мужчина. Тогда я левое плечо. Да, посмотрим по той же линии, с левой стороны. Давим. Давим, хорошо. Давим. Нет, не реагирует. То есть это плечо для нас тоже очень важно по перекрестной линии. Дисфункция пойдет вот так. С плеча на ВНЧС, с ВНЧС на клиновидную кость. Там происходит ротационный компонент и будет спускаться, ну, диагональю. Те линии, которые я вам озвучил, и вы знаете, что существуют лигаментозные взаимоотношения в теле. В действительности эти взаимоотношения не перекрестные, а спиралевидные. Они охватывают тело вот таким образом. Но мы можем это проследить вот так, зигзагом. Поэтому я локализую противоположный ВНЧС. Да. Наблюдаю гипотонус. Опять проверяю ВНЧС на значимость. Да. Значим. И проверяю на приоритетность. Толчок даю сюда, в эту же сторону.
Да. И в НЧС тоже не приоритетный. Я в своем зигзаге ухожу на противоположную височную кость, клиновидную часть. Да, вверх. Все. Гипотонус. Даю толчок в эту же область. Да, вверх. И вижу усиление. Это что? Приоритетное место поражения. Увидел дисфункцию брюшной полости с помощью дыхательного паттерна, то есть диафрагмой задавил внутренние органы. Отреагировал прямая мышца бедра. Быстренько нашел, кто страдает. Протестировал, прямая бедра поменяла тонус. Могу здесь же сразу же посмотреть тройные стимулы и работать от прямой бедра, но с Виктором это неудобно, у него кость длинная, и он больше, чем я могу себе позволить, сопротивляться. То есть у меня рука вот здесь находится практически. Мне неудобно работать с его прямой бедра. Поэтому я для себя выбрал сразу же ассоциативную мышцу этого региона, это ТФЛ. И от нее мне удобно плясать. А в общем мне без разницы. Я беру слабый ТФЛ, увидел, положил стимул, он поменял тонус. Я ввел в компьютер. Я телу говорю, я буду решать проблему сигмовидной кишки. А он говорит, да пожалуйста. ТФЛ изменил тонус, стал сильным. В компьютере я уже просто могу сделать, даже до компьютера я сделал 2 ТЛ, я уже знаю, что эта проблема не приоритетна. Через механические отношения я пошел на противоположную сторону, в другой регион тела, в дистальную часть от этого места. Также проверил значимость. Но в компьютере у меня ТФЛ сильный. На 2 ТЛ он показал изменение тонуса. Проблема значимая. Здесь тоже что-то не так. Добавил 3-й стимул, ТФЛ опять ослаб. Что говорит о неприоритетности, потому что 3-й стимул нам нужен вернуть тонус исходный. А исходно в компьютере у меня повышенный тонус. Пролечив этот регион, я для сигмовидной кишки, возможно, сделаю хорошо и для ТФЛ. Но для кого-то более высокого это компенсация. Я, убирая компенсацию, могу создать более значимую проблему. Опять в перекрестном отношении ухожу на ВНЧС. Тоже не приоритетный. И опять в перекрестном направлении ухожу на ВНЧС. На клиновидную кость. У Виктора здесь шрам. У него заблокировано, по всей видимости, движение клиновидной кости. И поэтому его вот эти перекрестные взаимоотношения работают плохо, некачественно. А если бы я ввел сигмовидную кишку в компьютер и просто эмпирическим поглаживанием сразу вышел бы на клиновидную кость? Эмпирическим поглаживанием вы, возможно, вам нужно узнать приоритетность, там ли вам работать. Делать можете как угодно. Но там, это же быстрее, правильно, чем я буду по этим линиям идти. Там я могу запутаться. Но я вам даю алгоритмы для того, чтобы вы не запутались, чтобы вы понимали, что вы делаете. Я могу пойти сразу на голову. Могу. Да. Но как я пойму, что мне идти на голову? Я же буду поглаживать и через индикаторную мышцу смотреть или что-то. Это все правильно. Гладить можно всего Виктора до тех пор, пока ему не станет хорошо. А я вам говорю, как быстро перепрыгнуть туда. Если противоположный участок в отдаленном регионе меняет тонус мышцы,
то проблема будет вверху. И если тем более он значимый, то вы перепрыгиваете вот такими длинными шагами, но 100% вы идете правильно в ту область, куда нужно прийти. Это тот же самый паттерн шага. Либо поза походки. Пошли. Связочные взаимоотношения, на отношения напряжения. Если ему здесь нельзя растягивать, то я, сделая шаг этой ногой, делай, растяну вот эту область, правильно? Правильно? Пойдем сюда поближе. Наверное, смотря на какую ногу я сделаю. Неважно, нога сзади. Пошире чуть сделай. Да. Вот эта поверхность растянется. Вот эта поверхность растянется. Если нет, если я отсюда буду тестировать, вот эта поверхность растягивается, растягивается. Да, да, хорошо. Вот вам правильная походка. Ну, с точки зрения других кинезиологов. А я говорю, что это дисфункция линии натяжения. Сейчас я работаю не через дыхание. Дай руку. Как только я травму закрою, все это исчезнет. Дави вверх. Дави, дави, дави. Линия натяжения, линия натяжения, линия натяжения. Я пытаюсь немножко сейчас сложившийся кинезиологический стереотип у вас прям сломать. Да-да, понятно. Потому что он некачественный. Все, все, другой ногой. Я подобрал ткань к сигмовидной кишке. Я ей сделал хорошо. Угу. Все. Да, вверх. Все, отлично. Я растянул заднюю поверхность тела. Даем назад. Стоп. Вот сюда. Да, вот так. Да. Сзади не реагирует. Вот как только я ткань подобрал, реакция перестала реагировать. Дай назад. Дай, хорошо. Все, разобрались. Линия натяжения. Я это могу просмотреть через напряжение диафрагмы, опускающуюся в брюшную полость и задавливающую орган, либо через линии напряжения в паттерне походки. Это практически выводит всегда на одно и то же. То есть страдающий орган не может испытывать механической нагрузки и сигналит вам гипотонусом. Либо флексор-экстензор с этой стороны, ну, либо ТФЛ. В данном случае орган настолько себя плохо чувствует, что ТФЛ уже исходно гипотонично. У Ольги мы наблюдали абсолютно другую картину. У нее в покое ассоциативные мышцы к желудку были сильные, а в паттерне походки теряли тонус. То есть как только приходила механическая нагрузка. Механическая нагрузка, блок становится органа, механическая нагрузка, это 7-й уровень структурно-механического компонента повреждения. Это на втором модуле по примитивным рефлексам объясняю. Ложись на спину. У меня есть собственная классификация функциональных блоков, начиная от мышечного, заканчивая нервной тканью. И по этой классификации я сразу могу найти, что существует заблокированный в движении орган. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дави. Все, развалилось.
Это значит, что каждый 7-й шаг дает нагрузку на блокированный орган. А 8-й это не диафрагма? Я сейчас говорю про 7-й. 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да. Есть дисфункция органа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Есть дисфункция диафрагмы. И так далее, и так далее. Поэтому клиновидная кость, да? Что 8-я диафрагма? Может быть. Суть не в этом. Суть в том, что если вы идете через классические тесты и идете через те уровни поражения, которые я уже классифицировал, ну, и сделал просто это быстро, я сразу могу не искать, какой орган, а сразу от этого плясать, где дисфункция. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Семикратная нагрузка в тело, механическая нагрузка. Это то же самое, что я растянул ткань. То же самое, что я хожу, или то же самое, что я дышу. Это все механическая нагрузка. Дай. Не завел. Сейчас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сам не поднимай. Расслабь, расслабь. Сам не поднимай. Дай. Все. Есть. Гипотонус. Семикратная нагрузка в тело прошла. Да. Мышца стала сильная. Двойной непрерывный стимул. Раз, два. Да. Мышца сильная. Тройной непрерывный стимул. Раз, два, три. Да. Мышца. Давай. Сейчас. Раз, два, три. Дай. Мышца сильная. Не приоритет. Двойной непрерывный стимул. Раз, два. Да. Мышца сильная. Тройной непрерывный стимул. Раз, два, три. Да. Не приоритет. Раз, два. Извиняюсь. Тройной сделаю, потому что здесь неудобно толкать. Раз, два, три. Да. Мышца сильная. Раз, два, три. Да. Мышца слабая. И, соответственно, я себе и этим инструментом подтверждаю, что заблокированный орган – результат дисфункции, идущей с черепа. В паттерне походки я подтвердил, что дисфункция идет с черепа. Через ассоциативную слабую мышцу я подтвердил, что дисфункция идет с черепа. Это все, вся провокация основана на механической нагрузке, которая разрушила орган. Вот когда орган разрушается, вот тогда возникает симптоматика. Если орган болит, то избыточная механическая нагрузка усугубляет его состояние. Лечение данного региона к той схеме, которую мы прошли ранее. Вегетатика, там рецепторы, еще что-то, блоки механические, структура, энергетические каналы и так далее, и так далее.
Здесь шрам. Либо удар был, либо что было? Удар был. Пролом. Проломили череп. Здесь будет и вегетатика, и структура, и кожный блок, и фасциальный блок, и внутрикостный блок, и функциональный блок костей черепа. Возможно, даже заблокирован дыхательный ритм черепа с правой стороны. То есть мы это все по нашей схемке разбираем. Возвращаясь к найденному органу. Мы предполагаем, сейчас играемся, предполагаем, что головы у Виктора нет, и мы нашли только дисфункцию органа. Для органа необходима качественная работа вегетатики. Это парасимпатическая и симпатическая нервная система. Для органа важен приток артериальной крови, отток венозной крови. Для органа важен биоритм, его собственный, и чтобы он был согласован с другими ритмами, то есть называется дыхание, либо ритмические движения. Биомеханика, то есть как он движется в трехмерном пространстве. Обновление, гормоны, значит, нужны для обновления ДНК, бомбить, чтобы. Эмоции и как я мыслю. Начнем с вегетатики. Парасимпатическая нервная система. Сейчас расскажу, потом на картинке покажу. Парасимпатическая нервная система для органов брюшной полости и грудной полости. Брюшной полости до уровня верхнего полюса почки, ну, может, до середины, практически до нижнего полюса. Это блуждающий нерв, который выходит на уровне атлантозатылочного сочленения, спереди от него, через яремное отверстие. Для органов ниже почки, то есть восходящая ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, слепая кишка, мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, нижняя часть, а точнее подвздошная кишка, часть тонкого кишечника, это уровень иннервации скрестовых сегментов. То есть половое сплетение, как оно еще называется. Вспомню, скажу. Симпатическая иннервация, то есть симпатическая нервная система для всех практически органов, кроме тех, которые находятся на лице, обеспечивается сегментами спинномозгового канала. То есть, начиная от диафрагмы, сердце, легкая диафрагма, печень, получает в том числе симпатическую иннервацию, не печень, капсула печени, из уровня С4 шейного отдела. Ну и, соответственно, все позвонки до L2. Симпатическая иннервация для органов малого таза идет из спинномозговых сегментов от L1 до L4. Точнее не так. Имеется в виду, спинной мозг идет до L2 позвонка, потом идет конский хвост. Вот эти два позвонка нас интересуют. L1-2, симпатическая иннервация. Все, что ниже L2, уйдет на мошонку, вот так скажем, на область паха. Значит, сейчас будем разбирать парасимпатическую нервную систему. Ведь ты можешь вставать.
Сейчас ты идешь в описание. В описании есть ссылки на наш Инстаграм. Подписываешься на наш Инстаграм. В наших сторис мы делаем анонсы к предстоящим мероприятиям. Подписываешься в Инстаграме. Если решил приобрести какое-либо обучающее видео, чтобы приобрести висцеральную терапию, второй модуль, тебе нужно пройти будет первый модуль. Он уже есть в продаже, поэтому также в описаниях есть ссылка. Добрый день, дорогие друзья!